Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим пиометр у собак. Пиометр – это гнойное воспаление матки, и оно очень часто возникает у сук, особенно у нестерилизованных сук, которые не вяжутся. Пиометра занимает одно из первых мест среди заболеваний репродуктивной сферы. В основном это заболевание возникает у сук старше 5-7 лет. Хотя в данное время болезнь помолодела, и данное заболевание может возникнуть и в более молодом возрасте. При пиометре матка наполняется гноем. Болезнь может протекать в двух формах – в открытой форме и закрытой форме. При открытой форме у собаки наблюдается непонятная течка. Но это не течка, это гнойные выделения. При закрытой форме выделений нет. Клинические признаки пиометры проявляются приблизительно через 2 месяца после течки. Причина возникновения данного заболевания – это гормональный сбой. Я не буду детально сейчас касаться, какие гормоны за что отвечают. Но все же кратко расскажу, как происходит этот гормональный сбой. При гормональном сбое наблюдается повышенное образование гормона прогестерона. Прогестерон понижает местный иммунитет матки, и это его правильная задача при нормальном протекании беременности. Снижение местного иммунитета в матке необходимо для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка прикреплялась к ее стенкам. Если бы этого не было, то матка бы постоянно отторгала эту яйцеклетку. Она бы воспринимала яйцеклетку как чужеродное тело. После того, как яйцеклетка прикрепляется к стенке матки, выработка прогестерона прекращается, и дальше беременность протекает уже при помощи других гормонов. Но прогестерон также вызывает атонию матки, то есть он снижает сокращение стенок матки. Это также необходимо для нормального развития оплодотворенной яйцеклетки, чтобы яйцеклетка смогла удержаться на ее стенке и наступила беременность. Если бы этого не было, то яйцеклетка не смогла бы закрепиться на стенке матки. А еще прогестерон стимулирует секрецию маточных желез, секрет которых питает оплодотворенную яйцеклетку на начальном этапе. Но и это еще не все, что касается прогестерона. После того, как яйцеклетка успешно прикрепилась к стенке матки, прогестерон закрывает шейку матки, чтобы в матку не попала никакая инфекция, и яйцеклетка развивалась в безопасных условиях. Вот так работает гормон прогестерон. То есть задача прогестерона в нормальных условиях – это обеспечить нормальное начало протекания беременности. Чтобы яйцеклетка могла прикрепиться к стенке матки, чтобы яйцеклетку матка не отторгла, чтобы яйцеклетка могла чем-то питаться на начальном этапе, и чтобы в матку не попала никакая инфекция. Все происходит понятно и просто. По крайней мере, так кажется. При наступлении беременности, или наоборот, когда беременность не наступила, уровень гормона прогестерона снижается, и матка начинает функционировать в обычном режиме. Когда же происходит гормональный сбой, то есть беременность не наступает, прогестерон все равно продолжает вырабатываться в больших количествах и длительное время. И все то, что в начале беременности принесло бы пользу, наносит организму потом огромный вред. В результате длительной выработки больших количеств гормона прогестерона происходит гиперплазия матки, то есть наблюдается разрастание слизистого слоя матки. А раз слизистого слоя много, то и лишней слизи вырабатывается тоже очень много. Прогестерон, как я уже сказал, снижает местный иммунитет. Причем иммунитет в матке при гормональном сбое снижается настолько сильно, что обычная безвредная микрофлора, которая есть в матке, становится вредно-патогенной и начинает размножаться. В результате этого начинает развиваться воспаление. Матка же в результате действия прогестерона, как при наступлении беременности, закрывается и начинает заполняться гноем. Такая матка может просто лопнуть от переизбытка гноя, если эту ситуацию вовремя не заметить. В данной ситуации можно привести аналогии с возникновением аппендицита у человека, который тоже может лопнуть. Вот такой механизм возникновения пиометры у сук. Так вот, механизм развития воспаления матки у сук и понятен. А вот что вызывает этот гормональный сбой, так до конца и непонятно. Ведь у одних сук после течки это может возникать, а у других нет. Выход тут только один. Всегда наблюдать за пропустовавшими суками. И при малейших признаках пиометры надо обратиться в ветеринарную клинику для подтверждения диагноза. Если у суки через какое-то время после течки наблюдается выделение, то тогда это уже проще заметить. Уже только наличие одних выделений должно наталкивать на мысль, что у суки что-то не так с ее репродуктивной сферой. При закрытой форме пиометрии у суки выделений нет.
Но могут появиться такие симптомы, как повышенная жажда, рвота, запор. Может наблюдаться вялость, без видимых на то причин. Иногда могут наблюдаться судороги. Сука может часто мочиться, температура может повышаться. Понятно, что у собаки нет аппетита в такой ситуации. Обычно такие симптомы проявляются месяца через 2 после течки. Причем я хочу отметить, что эти симптомы напрямую и не связаны с пиометрией. Это косвенные симптомы, которые указывают на то, что пиометрия уже возникла давно и что процесс уже зашел очень далеко. И в данном случае мы наблюдаем симптомы сильнейшей интоксикации организма. Мы не видим, что там в матке. Эти симптомы значат, что в результате воспаления в матке уже начали повреждаться почки и печень. Тут выход только один. Срочно идти в ветклинику и надо срочно делать ультразвуковую диагностику. Только при проведении ультразвуковой диагностики будет видно, есть ли у суки воспаление матки или нет, и насколько рога матки заполнены гноем. А дальше вы и ветврач решаете, что дальше делать. Данная ситуация чем-то похожа на пороховую бочку, ведь с момента возникновения воспаления уже прошло пару месяцев, и у собаки уже есть симптомы общего отравления организма. А это значит, что организм собаки уже ослаблен. А опасность ситуации в том, что такая матка может в любой момент разорваться, и весь этот гной, который есть в матке, попадет в брюшную полость. Тогда возникнет перитонит и сепсис, то есть возникнет заражение крови. И у владельца собаки есть буквально пару часов для принятия решения. Есть два выхода. Или лечить консервативно, или удалять матку и яичники. Обычно ветврачи рекомендуют все удалять, если собака старше 5 лет и она не имеет никакой племенной ценности. Если же владелец не хочет удалять матку, то тогда ему надо знать следующее, что консервативное лечение имеет эффект где-то 60-80%. И только 80% из вылеченных животных смогут потом принести потомство. Как правило, консервативное лечение проводится в стационаре. Я по-другому не представляю, по крайней мере, начало лечения. Но и лечение, и препараты стоят очень дорого. Лечение пиометрии не всегда тоже успешно. Более того, оно может повториться после следующей течки. Повторный рецидив болезни, по мнению некоторых авторов, возможен у 20% сук. По моим данным, этот процент еще выше. Просто данных для таких наблюдений очень мало. Обычно большинство владельцев соглашаются на немедленное удаление матки и яичников. После успешного консервативного лечения собаку рекомендуется повязать, чтобы наступила беременность. Иначе рецидив обеспечен. Консервативное лечение можно попробовать провести, если сука молодая и от нее надо во что бы то ни стало получить щенку. При этом у суки не должно быть никаких проблем со здоровьем. Или наоборот, есть такие проблемы, что собаке противопоказано проведение хирургической операции. Консервативное лечение нельзя проводить при наличии кисти в яичниках и острой почечной недостаточности. Понятно, что ни о каком консервативном лечении не может быть даже и речи, если у собаки возник перитонит или сепсис. Или, например, собаке сделали УЗД, а там видно, что стенки матки очень сильно утончены. Это значит, что у собаки матка может разорваться буквально в любой момент. Какое уж тут консервативное лечение. И в таком случае собаку надо срочно оперировать, чтобы успеть все сделать до того, как произойдет разрыв матки. Что можно сделать, чтобы уменьшить риск возникновения пиометрии у сук? Первое. Если собака не представляет никакой племенной ценности, то суку можно стерилизовать. У стерилизованных сук понятно, что нет таких проблем с пиометрией. Второе. Если сука не стерилизована, надо постоянно следить за ней после окончания течки. И при малейшем подозрении на возникновение пиометрии вовремя сделать ультразвуковую диагностику для подтверждения диагноза. И если что, то потом вовремя провести или операцию, или консервативное лечение. Как я уже сказал, что риск возникновения пиометрии возникает в разы у сук после 5-7 лет. Поэтому понятно, что после этого возраста необходимо более внимательно следить за суками, у которых произошла течка. Вот, пожалуй, кратко и все, что должен знать владелец собаки о пиометрии. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим собакам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!